Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я хочу попробовать реализовать Марси либо Мартретку, одного из двух керри, а может и обоих, а может вообще не буду играть на них, не знаю. Посмотрим, как оно будет идти. Со старта куплю вингу, потому что их две. Есть большая вероятность, что я соберу вингу в 2 звезды, хотя на самом деле лучше бы это был Тинкер, но... Если винга в 2 звезды придет, то почему бы и нет, правильно? Правильно. Поэтому, ребят, давайте сейчас все присаживаемся поудобнее, не забываем ставить лайк, покушайте, тут все такое. Короче, вы меня поняли. Кто засыпает приятных снов, кто кушает приятного аппетита, ну и в целом хорошего вам просмотра. Вы-то 100% будете знать, на чем я буду играть, потому что превьюшка, скажем так, все палит. А я не буду загадывать. Вот не, ну это мне нравится. Это мне однозначно нравится. Еще и Луна. Если еще и Луна в 2 звезды придет ранее, так это вообще будет 10 из 10. Так, клинок на минус 6 брони мы берем. Обязательно. Сейчас самое главное, чтобы мне по предметам все хорошо пришло. Честно, я не знаю, какая это у меня сейчас попытка. Наверное, миллионная попытка попробовать реализовать Марси либо Мартретку. Мне... Ну, не везет и все. То ли мне по предметам не везет, то ли мне герой вообще не идет, то ли вообще какая-то дичь творится. Вот непонятная дичь творится. Не знаю, как это еще передать иными словами. Я вот, кстати, почитал комментарии под предыдущим роликом, и я 100% выложу эту Мартретку, где там полнейший был абсурд. 100% это выложу, ребят. Раз хотите увидеть этот абсурд, я вам 100% выложу, но сегодня я хочу попробовать, скажем так, перезаписать этот дубль. Может получится, может не получится, не знаю, может вообще на чем-то другом буду играть. Кстати, я, наверное, выйду все-таки в 10 монет, сейчас распродам вот эти вот лишние фигуры. Ну, скажем так, надо выходить в хорошую экономику. Я, в принципе, с мобами этими справлюсь из-за того, что у меня есть винга. Вряд ли бы я откиснул. Ну, короче, вы меня поняли. В целом здесь на самом деле есть еще и нежить. Я бы хотел попробовать реализовать нежить, но в текущей мете, когда в каждой игре абсолютно есть инсектоиды и в каждой игре абсолютно есть наш всеми любимый ТБ, это будет невозможно. Вот серьезно, это будет просто невозможно. Честно, я хочу рискнуть и попробовать найти себе молнии, но не факт, что они мне могут упасть. В принципе, предметы неплохие, но я буду рандомить. Ясно. Спасибо. Щит Капитана Америки. Спасибо большое. Ладно, идем в экономику. Мне радует, знаете что? То, что мне пришли вот такие вот волшебники. Если сейчас мне еще и морская волшебница придет, то я, в принципе, могу себе поставить эльфов, если ко мне придет бревно. Если ко мне придет бревно, и я его соберу в 3 звезды, то на эльфов можно будет спокойно играть. Кстати, не знаю, вебка это передает или нет, но у меня невероятно мокрое лицо, потому что последние 2 дня нереально жарко. Вот нереально. Я не знаю, как это еще сказать. Очень жарко, очень. Я прям таю, как мороженка. Это, наверное, из-за того, что я горю от игры. В основном, потому что контент не получается записать. Но ладно. Мета такая. На самом деле, не знаю, как вам, но мне мета максимально отвратная. Мне максимально отвратен этот патч, потому что, ну, разработчики на самом деле какую-то дичь сотворили из-за того, что не понерфили сразу вот это вот наследие огня. Если бы они сразу это наследие огня понерфили под ТБшку, было бы все хорошо, было бы все прекрасно. Кстати, если что, я немножко решил усилить свой стол. Я думаю, что тинкер и селедка это будет намного профитнее, нежели то, что у меня сейчас стояло. Такой вот моментик. Вот, а что ж такое, у меня прям все лицо стекает. Уже на бровь налезло. Хорошую способность он украл. Кстати, классная внешка у меня на винге. Эту внешку мне подарил Марк. Ой, я ж что-то не смог сглотнуть слюну спокойно. Я думаю, вы мое выражение лица видели. Наверное, это выглядело ужасно. Так, ну, я в действительности попробую на эльфах сыграть. Раз у меня есть 3 волшебника, то могу спокойно сыграть на эльфах. Кстати, если что, я в этой игре вместе с Марком. Это тот, который подарил мне внешку на вингу. Сейчас он мне расскажет, где раки зимуют и где скиллуха показывается. Кстати, можно будет поставить себе троллей. Но на самом деле, я хочу поставить себе эльфов. Мне кажется, на эльфов будет намного профитнее играть, нежели я буду играть через троллей. У меня просто нет даже объективно хорошего керри. Там парень уже нашел себе на 4 уровне ТБ. Сильно. 100%. Ребят, давайте так. Не глядя говорю, вангую. В этой игре будет 2 инсектоида и 2 человека, которые будут собирать ТБ. Один 100%, второй 50 на 50. Может не успеет собраться. Смотрите, вангую. Вангую 100%, что так оно и будет.
Запомните мои слова. Хочу усилить свой стол, но я, наверное, лучше выйду в экономику. Чем быстрее я выйду в 50 монет, тем будет просто проще для меня. Для того, чтобы сыграть мне на эльфов, мне нужен будет 7-8 уровень. Почему именно такие уровни? На 7-м, на 8-м уровне шанс выпадения на фигуру 3-го тира 35%. И вот именно из-за этого количества шансов выпадения, знаете, такая псевдонадежда у меня, я могу собрать себе бревно в 3 звезды, Марси в 3 звезды, Мартретку в 3 звезды и губозакаточную машину в 3 звезды. Ну, как бы на сдачу соберу. Посмотрим. Посмотрим. Ну и, в принципе, все. Это единственное, почему я буду ролиться на 7-м, либо на 8-м. Я буду ролиться в зависимости от ситуации. Если же у меня будет все хорошо по ХП и так далее, то... Значит, буду ролиться на 8-м. Если у меня будет все плохо, я буду ролиться на 7-м. А может... Ой, яичко. Яичко это хорошо. И тролля на всякий случай возьму. Все-таки жрецы мне понадобятся. Вдруг чего. На самом деле здесь классные легендарки. Здесь можно и на дубликатах поиграть. Здесь можно поиграть и через нежить. Но, как я уже сказал в начале, на нежити сейчас невозможно играть. Вот невозможно и все. Вот хоть ты тресни. Можно было бы попробовать через тролля берсерка поиграть. Тоже прикольно. Но я его записывал. Там, на самом деле, кто не видел ролик с берсерком, я рекомендую посмотреть, потому что там какой-то трэш творился из-за того, что у него гигантские топоры. Гигантские. Я не знаю, с чем это связано, но там топоры на весь экран. Серьезно. Может, мне сейчас панда тролля такая, знаете, приносит, и я такой, ха-ха, переобуваемся, ребята. Мастер по переобуванию. Я еще и каким-то образом выиграю раунды. Кстати, Марка выиграю. Или не выиграю, стопе. Не, выиграю. Венга нормально так урона магического наносит. Если бы не Венга, я бы вряд ли бы его вынес. Я думаю, меня бы 100% аннигилировал бы его Тинкер. Сейчас, кстати, если выиграю раунд, ничего продавать не буду. Но если проиграю, я продам эльфийскую волшебницу. Мне она не нужна. Кстати, здесь есть реликвия рейд ночных зверей. И я на самом деле не против то, чтобы мне пришла именно эта реликвия. Есть, конечно, гнездо Маморы, но я в Мамору вообще почти не верю. От слова совсем. Последним временем меня Мамора раздражает. Как и раздражает этот ТБ. Мне скоро разорвет, отвечаю. Отвратный патч. Да. Ну серьезно, отвратный патч. Вот напишите в комменты, согласны ли вы со мной или нет. Я уверен, что 90% игроков полностью со мной согласны. Те, кто там на циферке играет, тому 100% это нравится. Но мне вообще не нравится. Ну да. 30% мясов накинул на убийцу Горна. Но по итогу не помогло. Ну ладно, я хотя бы на самом деле по минимуму получил. У меня уже почти 50 монет. Ну, можно считать, что уже 50 монет. При этом у меня 85 хп. Я считаю, это обалденно. Это прекрасно. Интересно, кстати, от мобов я сейчас не откисну или откисну? Ясно. Я буду на бронированной винге играть. Я на самом деле надеялся, что мне упадет палка. Что-то, конечно, предметы меня вообще не радуют. Но, в принципе, если я соберу бревно себе в 3 звезды, то броня отлично зайдет. Прекрасно даже зайдет, я бы так сказал. Не, ну, на самом деле, из-за того, что этих мобов понерфили, стало намного проще их убивать. Раньше было намного сложнее. Намного. Ну, я имею в виду еще тогда тот патч, когда мобов так не нерфанули. И реликвия яиц, и свинки. О-о-о. Блин, ну хочется и то, и все. Все хочется. Я, наверное, зарандомлю все-таки. О! Отлично. Мне теперь все нравится. Теперь я доволен. Сейчас на следующем уровне я поставлю себе полностью троллей. Вот так вот сделаю. Хотя... Не, ладно, вот так вот сделаю. Я думаю, так стенка будет намного сильнее. Если луна мне в 2 звезды придет, а я поставлю себе полных троллей, игра будет идеальной. Тьфу-тьфу-тьфу. Тут меня, по-моему, Хускар съест.
Но на самом деле 50 на 50, не, съест, по-любому съест, к сожалению. Там просто парень почему-то закинул в Луну молнии, а не в Хускара. Поэтому я так подумал, что я его смогу вынести. Так, ну что, погнали. 6 ролей под вингой. Кто-то вингу керри видел? Думаю, не видели. Вот и сейчас я тоже посмотрю. Потому что я тоже не видел. Там пока что что-то непонятное собирается. Но я уверен, что парень там 100% соберет себе по итогу ТБ-то. Что ж такое? У меня прям стекает все. Весь лоб мокрый. Итак, в Маморе ТБ. Кто-то сомневался, что там будет ТБ. Кстати, там парень убийц собирает. Один ТБ, один убийца. Зафиксировали. Ну да, предметы у меня, конечно, полного Г. Были бы у меня, наверное, какие-то молнии и палка, винга бы намного быстрее разогналась, и мне было бы проще играть. Марк мне отомстил. Все. А все. Правда, предметы у меня вообще не очень под луну, но пойдет. Думаю, скорости атаки мне хватит, чтобы разогнаться. Но я бы не отказался от молнии и палки первого тира, чтобы чуть-чуть быстрее разгоняться. Сейчас на 15-м раунде я заюзаю рейд ночных зверей, получу 1 000 000 денег. Там уже Марк собрал себе Сларка, 3 звезды, понимаю. Неплохо, неплохо. Вот, получу кучу денег. Сейчас, кстати, увидите, как можно рейд ночных зверей использовать еще. Но я думаю, многие, кто знал, что так можно использовать. Ну, вы, короче, увидите. Все увидите, без смс и регистрации. Я, наверное, все-таки на 7 уровне буду ролиться, потому что что-то у меня по хп вообще все грустно. Блин, ну как же она долго разгоняется. Еще и баф гоблинов в резака упал, и вообще пробить его не могу. Из-за этого так мало урона. Грустно. Грустно и невкусно. Ладно, еще один раунд у меня есть. Да на самом деле я должен с луной в 2 звезды спокойно забрать мобов этих на 15-м раунде. Даже если у меня нет бревна. Просто намного было бы надежнее, если бы у меня было бревно в 2 звезды. Хотя не, короче. Не верю я в рыцарей. Не верю. Я на мгновение подумал о том, что я могу поставить себе 6 рыцарей, но я так подумал, что это будет очень плохо. Это будет очень слабо. Если бы у меня были ну, другие предметы, тогда бы да, это было бы хорошо. Но чего нет, того нет. Держим за меня сейчас кулачки, что мне придут нужные предметы. У меня сейчас куча денег будет. У меня сейчас будет куча предметов. У меня будет предмет первого тира. 1. 2. 2 предмета первого тира у меня будет. 1 сундук и 2 предмета первого тира. И еще сундук второго тира. Алхимик уже есть. Инсектоид. Ребята, ну, я вангую. Я вангую. Там парень даже на самом деле ТБ покупал. То есть, знаете, он себя подстраховал. Если все будет плохо, он будет играть через ТБ. Если ему будет идти, соответственно, инсектоиды, то он будет играть через инсектоидов. Поэтому он себя так подстраховал. Ну, вы поняли, да? Да, ну, я ванга. Ребята, я ванга. Если что, то гадаю на кофейной гуще. Я сам по себе таролог, экстрасенсолог. Проявляю мистические способности, поэтому записывайтесь, не стесняйтесь. Все будет отлично. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как много иллюзий наспамилось. Вот это отлично. Вот это я понимаю. Вот это вот хорошо. На самом деле, я даже рад тому, что у меня сейчас плотная луна. Если бы у меня все эльфы умерли, то у меня бы луна наспамила много иллюзий в любом случае. Смотрите, сколько денег. Сюда. Оп. Почти 10 монеток. Ну, там 8 монет, короче, но все равно. Вкусно? Вкусно. Очень вкусно. Так, охотников блокируем. Повышаем себе псевдо-шанс на выпадение 3 фигур 3-го тира. Немножко ошибся. Формирование своей речи. Да ты за...
Спасибо. Спасибо тебе огромное. На самом деле у меня сейчас мартретка, луна довольно-таки плотная. Я бы даже сказал, серьезно плотная. У меня и скорость атаки сейчас в ней есть, и броня есть. Она не должна быстро умирать. Вообще не должна быстро умирать. Но теперь на самом деле можно даже жить. 5200 урона. Спасибо. Успел разогнаться. И разорвал всех и вся. Так, Марси. Марси апну через... А я не могу поставить Марси, прикиньте. Марси апнул через яйцо. А я, короче, поставлю сейчас эльфов. У меня слишком хорошая Марси сейчас. На самом деле, Марси в 2 звезды это сильно. У меня она плотная. У меня она не зависит от скорости атаки. Поэтому я сейчас поставлю эльфов. И я думаю, это будет не ошибка. 100%. Я в этом уверен. Плюс у меня Башер есть первого тира. То есть у меня сейчас Марси будет таким боксером. Она, Марси на самом деле я обожаю. Это мой один из самых любимых героев. Я уже говорил это 1 миллиардный раз. И повторю еще 1 миллиардный раз второй. Не, ну серьезно, я играю на эльфов. Вот. Это какое-то проклятие. Честное слово, это какое-то проклятие. Знаете, почему я сейчас негодую? Я негодую чисто из-за того, что я сейчас играю на эльфов. Против меня собрался охотник. Охотники — это контрпик эльфов. Да, я сейчас немного получил. Но все равно. В предыдущих играх такого не было. Сейчас на. Не расслабляйся, Саня, как говорится. Не расслабляйся. Не расслабляй свои булочки. Поставлю себе, кстати, немного больше эльфов. Плюс 1 броня у меня получилась. Ну, и на самом деле хорошие у меня сейчас статы на Марсе. 16 брони, 1700 хп. Это вкусно, вкусно. Очень вкусно. Плюс Башер еще. И минус броня есть. Короче, Марси, на самом деле, это один из самых моих любимых героев. Обожаю Марси. Марси это просто... Это любовь. Парень там играет через Луну Керри и фулл троллей. Интересно. Давно я такого не видел. Метовый всеми любимый ТБ. Я надеюсь, ты сейчас умрешь. Зевс? В 3 звезды? А, у него шаман. А как у него так шаманы сразу перевоплотились в 3-звездочного Зевса? 7 хп. Обалдеть. Мало ли того, что у него 7 хп осталось, так он мне еще и нормально так лицо подрихтовал. Минус 7 нанес. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Так, ребята. Всем загадку загадываю. На каком раунде я соберу себе Марси в 3 звезды и Мартретку в 3 звезды? На каком? Луну я, наверное, уже не соберу. Уже парень там собрал, поэтому не соберу. Башер с первого удара. И еще один Башер с первого удара. И еще один. Ну, ребят. Башер первого тира это тоже какая-то сломанная шмотка, потому что она как-то слишком часто срабатывает. Серьезно. Раньше так Башер не срабатывал. Может, конечно, я как-то не обращал внимания на это, но раньше Башер первого тира реально так не срабатывал. Кстати, Марк там неплохо собрался. У него убийца гором в 3 звезды с хорошими предметами и еще и 6 троллей. А, там, короче, еще и солнечный шаман собрался в 2 звезды. Сильно. Какую я реликвию хочу на текущем раунде? На самом деле, на текущем раунде я хочу 2 реликвии. Это яйца и гнездо Маморы. Одну из 2 реликвий я 100% хочу. Я, наверное, даже больше хочу яйца, нежели сумку Пандамена. А я сказал гнездо Маморы? Я, короче, смотрел на сумку Пандамена и сказал гнездо Маморы. Серьезно? Кстати, если что, это последний раунд двойных мобов. На 25-м раунде не будет двойных мобов. Не, я возьму яйца. В яйца как-то я поболее верю. И, наверное, я сейчас их активирую. Может, соберу раннюю себе Марси в 3 звезды, потому что у меня есть 2 Марси. По сути, мне надо 4 яйца.
Давайте, держим за кулачки. Поехали. Пожалуйста, пожалуйста. Ранее Марси. Молю. Еще яйцо. Яйцо. И либо Марси. Боже, на 21 раунде я собрал себе впервые Марси в 3 звезды в текущем патче. Ребята, я считаю это успех. Я считаю это успех. Все, теперь можно расслабить булочки. Это жестко. Я, кстати, наверное, попробую предмет 5 тира найти. Рискну. Кираса смотрится неплохо. Очень даже неплохо смотрится Кираса, потому что там есть охотники, есть убийцы. Она дает 10 брони, 15 брони, соответственно, владельцу, и на 10 брони понижает всем в округе броню. Вроде бы неплохо, я, наверное, возьму ее. Это, конечно, не молнии, либо маска 5 тира. Я, на самом деле, хотел молнии, но и так пойдет, на самом-то деле. И так пойдет. Но хотел молнии. Либо маску 5 тира. Лучше, конечно, чтобы не молнии упали, потому что молнии слишком много урона дают. А Кираса, она дает плотность. Очень много плотности, соответственно, мои эльфы будут дольше жить. Соответственно, больше шансов, чтобы расплодиться больше иллюзий. Вот и все. Ну, инсектоиды уже есть одни. Все, приветствуем. 2 инсектоида есть и 1 ТБ. Пока что. И шаман. Но это пока что веселая игра. В таком радиусе Кираса работает. Не, я думаю, неплохо то, что я взял Кирасу. Если мне сейчас еще предмет 3 тира как надо упадет, мне предмет 3 тира нужен это двойные клыки. 100%. Я в предыдущем ролике говорил двойные клинки. Ну, в принципе, тоже звучит. Но предмет называется двойные клыки. Как предмет в доте называется? Не знаю. Ну, вот, кстати, смотрите, сейчас против охотников тоже будет хорошо. Он меня вообще не пробивает. Не ощущаю его даже. Удивительно. Видите? Насколько жестко зарешала Кираса. Так вот, мне нужны двойные клыки сейчас на 25-м раунде. В идеале. В идеале, чтобы не упал на 25-м раунде двойные клыки. Антимаг! Не, ну антимага я возьму. Раз там играется мета, я тоже поиграю немножко через мету. Я все равно буду играть через полных эльфов. Ну, может быть, в будущем я, конечно, перестроюсь в какой-то другой билд, но я, наверное, поиграю все-таки через эльфов. Луна какая-то там странная. Он собрал себе, конечно, там хорошо, но он не поставил себе полных троллей. Из-за этого ему будет плохо. Не, я считаю, на самом деле, то, что Кираса меня сейчас спасает. Я слишком плотный для всех. Ни у кого столько урона нету, потому что тот же самый ТБ, он пока что, ну, скажем так, не будет меня особо бить. Он будет по мне редко попадать и все такое, поэтому я считаю норм. Вон, посмотрите, как Луна меня бьет. Она вообще почти урона не наносит. И не попадает, и не наносит. Так вот, если предмет 3 тира упадет мне на минус 12 брони, это дезолятор. Мне показалось, мне пришло только что 2 мартретки. Уже в глазах начинает двоиться. Так вот. Не, я, конечно, Мишке рад. Очень рад Мишке. Серьезно, очень рад этому Мишке. Но он мне сейчас не нужен. Инсектоид уже собрал себе 2 антимагов там. Берсерк, это все на 8 уровне. Хороши ребята там. Хороши. Играют красиво. Так, я говорил по поводу дезолятора. Минус 12 брони. И я бы не отказался от предмета 1 тира, который дает минус 6 брони. И таким образом у меня будет Кираса минус 10 давать, дезолятор минус 12 и предмет 1 тира минус 6. То есть, это сколько? Минус 28 брони. Но это сильно на самом деле. Да, у меня еще и есть предмет 1 тира. Как раз не открытый. Вообще шикарно. Вон, Марк меня тоже не пробивал. И не попадал, и не пробивал. Я пока доволен. Может, это будет удачная игра. Тьфу-тьфу-тьфу. Я сейчас это сказал и по-любому сглазить могу. Так, Луну продаем, яйцо берем. Может, получится собрать мартретку. Я хочу на самом деле собрать мартретку. И, кстати, Луну я продам.
Луна это, конечно, хорошо. Но из-за того, что там парень собрал ее в 3 звезды, я ее не соберу, да и в принципе и не хочу. Я лучше поставлю антимага. Но играть я буду именно через Марси, либо Мартретку. Кстати, возможно, получится в этой игре собрать 2 керри. И Мартретку, и Марси. И если все будет слишком плохо, я могу поставить себе гритеров, поставить себе кунг-фу. Там много чего я могу себе поставить. Кристалл мана плюс 50 сюда. Пожалуйста, надо зарандомить. Обезоружь это классно под моих эльфов. Но нет, не хочу. Пожалуйста. Да! Почти все идеальные предметы мне сейчас упали. На текущий момент у меня идеальные предметы. Еще бы бревно в 3 звезды собрать, чтобы быть более уверенным в своей победе. Там тоже двойные клыки упали. Блин, на самом деле у меня все идеальные предметы. На текущий момент у меня очень плотная Марси. Если ТБ не соберется жесткий, да даже если ТБ жесткий соберется, у меня есть чем его уничтожать. И инсектоидов есть чем уничтожать. И я, если что, поставлю еще синергию кунг-фу сверху. А что я хочу, получается, тогда из предметов дальше? Надо будет по обстоятельствам смотреть. Там огромный шаман. Сильный шаман, очень сильный шаман. С шаманом, наверное, у меня будут проблемы. Хотя, на самом деле, если шамана будет не фартить сейчас перевоплощениями, ему будет туго. У него шапка там упала, спектра в 3 звезды. Не, ну тут плохо ему упало сейчас. Я его спокойно разорвал. Имба, двойные клыки. Сколько минуса? Ой, вкусно. Минус 18. Но в первую очередь я хочу выкинуть инсектоида. Одного, второго и ТБ. Вот бревно. Ой, яйцо. Хорошо. Может выйти из инкама и попробовать мартретку собрать? И бревно? Поехали, короче. Так, бревно собрано, отлично. Антимага апать не буду. Это, скажем так, мое табу. Антимага апать не буду. Вообще не буду антимага апать. Я против меты. Я за игру в удовольствие. Но без меты никуда. Поэтому, ребят, я сейчас играю не на мете. Антимага не апаю, хотя есть такая возможность. С вас лайк. С вас огромный-огромный лайк. Вот ТБ, кстати, там слабый. У него маска 5 тира упала. Страдай! Странный ТБ. Он не нашел 2 важных себе предмета. И из-за этого он поплатился. Все, минус ТБ-1. Хорош. Прекрасно. Так, и предмет 1 тира. Давай, сюда. Вот это отлично. У меня сейчас максимально упакованная Марси. Как я говорил, я обожаю эту девочку. Эта девочка... Какая она горячая. Короче, ТБ там не нашел нужных себе предметов. Почему-то он начал искать себе предмет 5 тира, хотя ему нужно было найти предметы 3 тира. То есть, я уже рассказывал в обзоре текущего патча. Кто его, кстати, тоже не смотрел, обязательно посмотрите. В том обзоре я рассказывал про 4 метовых сборки. Самые играбельные вот сборки в текущем патче. Поэтому... Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Это, думаю, будет вам полезно. Но я там говорил, какие предметы этому ТБ метовому нужны. Кровь из носа ему необходимое. Это наследие, драконий рог, палка 1 тира и молния. Все, вот этих вот предметов хватит вам с головой для того, чтобы уничтожать здесь все и вся. Ай. О. Мартретка ему крит прописала. Еще винстрик сюда! Ха-ха-ха! Как я сказал, инсектоиды должны страдать. Так, ну что, погнали. Мартретка. Одна есть. Ну это байт, поехали. Я считаю байт успешным. Все. В одной игре у меня есть и Марси в 3 звезды. Там можешь не лагать. В одной игре
у меня есть и Марси, и Мартретка. Где-то что-то должно пойти не так. Что-то где-то должно пойти не так. Но на самом деле это, наверное, мне оплата за все мои страдания. Я уже рассказывал в своем ролике о том, что... Да, я во многих роликах рассказываю о том, как проходят у меня, скажем так, экспериментальные сборки. Алхимик в 3 звезды. Привет, YouTube. Привет. А ты от меня отцепиться не хочешь? Отвянь, а? Все, держи его в стане. Не отпускай. Он мне с первого удара прописал башер. Но у него алхимик 3 звезды. Тут как бы, ну, сильно, серьезно сильно. Очень сильно. Я говорил, короче, о том, что я в каждом своем ролике рассказываю о том, какие я пытаюсь записать сборки, все такое, и мне люто не фартит. И вот я рассказывал в предыдущем ролике о том, что я пытался записать Мартретку и Марси, и мне... Ну, сколько я потратил попыток? Попыток, наверное, 20, и тупо у меня не получалось. Возможно, эта игра переломит ход событий, и все будет прекрасно. И у меня получится записать все как надо. Он его апнул с помощью яиц. Ну ладно. Кстати, 2 инсектоида в этой игре, а ТБ пока что не особо вижу. Не знаю, я... 8-й брать... Не, наверное, 8-ю все-таки стоит взять. Что-то мне упало. О, сумка. Есть мета, есть сумка, но я, наверное, хочу взять сумку все-таки. Мета, конечно, это круто, можно было бы себе ХП восстановить, но я думаю, ХП у меня достаточно, нужно сумку взять. Ну да, мне может упасть либо Мамора, либо же Манго, и что я буду делать с этой Маморой и Манго. Поэтому берем сумку спокойно. Кира. О, там Сларк огромный. Возьму Святой Грааль. Все-таки у меня есть уклонение. Ну, в принципе, мне просто и нечего больше взять, понимаете? Марс, если что, я перекинул на эту часть стороны, потому что она будет прыгать, по сути, в правый верхний угол. Луна там такая. Не очень сейчас. Дизраптор, кстати. А там шаманчик играет. А это опасно. А это очень опасно для меня. Марк вылетел, к сожалению. Обидно. Луну тоже выкинул. Все, у нас осталось поменьше. Все, на 8-м уровне я остановлюсь и буду ролиться. Мне просто нечего больше искать. Я хочу предмет 4-го тира найти. Там, кстати, парень собрал себе 6 шаманов. Ему нефритовый генерал упал. И импреска. Сильно. А что мы будем делать? Как мы будем это все решать? Что я хочу с 4-го тира? БФ. Багровый клинок, в принципе, зайдет. Но, наверное, БФ я все-таки хочу. Клинок тени это хорошо, но так как у меня и так много уклонений, я думаю, клинок тени излишний будет. Может, Радик. Радик тоже неплохо зайдет. Вы видели? 3 антимага он засумонил. Но карма его настигла быстрее. До свидания. Инвокер, кстати. Раскрыл инвокера еще. Хорошо.
Но мне нужен БФ, багровый клинок и радик. Поехали. Багровый потрошитель. Берем. Ладно, берем. Не просто так, если что, беру этот багровый потрошитель, потому что там против меня есть алхимик и против меня есть шаман. И одного шамана с помощью багрового потрошителя я спокойно выключу. Он будет находиться в сайленсе, будет чилить, наслаждаться жизнью. Поэтому успехов ему. Так, Рубика буду покупать. Может, соберу его в 3 звезды на сдачу. Чисто по приколу. Соберу, будет хорошо. Ну да, сейчас у меня 100% будет лететь багровый потрошитель в алхимика. И одного шамана я буду там выключать. Это шамана лавы. Отхила нет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Понял. Ну, там инвокер заряженный с руки навалял мне. Сильно. Кстати, инсектоида выкинул. Отлично. Меня это радует. Меня это радует, то, что я там навалял инсектоид. Ну все, я с шаманом 1 на 1 остался. Даже если я ему проиграю, как бы вообще все равно. Инсектоиды были наказаны, а шаману проиграть не грех. Наоборот, уважение и почтение этому молодому человеку, что он играет не на мете, а играет на шаманах. Но ему там жестко. О как. Он его в 3 звезды собрал, но для него это будет похороны, скорее всего. Потому что, во-первых, багровый потрошитель будет 100% лететь в него. И он с блинком, поэтому он прыгнет прям в мой угол, а я его в этом углу накажу. Все сейчас его... Ай-яй. Ой, поехали. А куда ты? Неплохо. Но это ему все равно не помогло. Как и говорил, на шаманах прикольно играть. Но у шаманов есть много минусов. Один из минусов — это рандом. Рандом — это то, что тебе могут максимально плохие предметы упасть. В одной игре ты будешь героем-богом, во второй игре ты будешь полным... Ну, сами дополните, да? Блин, ну, топ-2 тоже неплохо, если честно. Серьезно, топ-2 тоже неплохо. Топ-1 это, конечно, красиво, прекрасно, но топ-2, как бы, меня тоже порадует. Не грех проиграть будет шаману. Вообще не грех. Но я еще не сдаюсь. Я буду бороться до последнего, потому что у меня еще есть 39 хп. И, в принципе, я смогу перестроиться. Хотя, на самом деле, я не хочу перестраиваться. Я хочу до конца на эльфа поиграть. Я думаю, эльфами я смогу его затащить. Все-таки у меня огромная Марси, у меня огромная Мартретка, у меня есть антимаг с обалденной внешкой. В общем, создам моральное давление. Клинок тени или рандом. Но я могу зарандомить какую-то дичь, поэтому я возьму клинок тени. Клинок тени. И закину в Мартретку. Добавлю ей скорость атаки, уклонение, все будет прекрасно. Правильно? Я думаю, я правильно сейчас делаю. А почему я говорю то, что я смогу на эльфов его забрать? Элементарно просто. Там будут появляться иллюзии его героев. И все способности могут лететь в иллюзию этих героев. Но тоже это палка о двух концах, так как ему может сейчас прийти нефритовый генерал в 3 звезды, либо тролль в 3 звезды, и он меня накажет. Потому что тролль своими топорами не прощает. Отхила никакого у меня нет. Я думаю, может предмет 5-го тира попробовать найти будет. Ладно, сейчас посмотрим. Если все будет плохо, то я найду предмет 5-го тира. Еще, кстати, мне не нравится то, что там цепочка. Цепочка сейчас будет лететь в Марсе, потому что у нее больше всего урона. Вот, видите, цепочка в Марсе летит. Если бы у Марсе не было столько урона, то цепочка бы не летела. Кстати, минус шаман. А тут и ну... Вы прикиньте, тут лич. Как же ему фартит! Как же ему фартит! Обалдеть! Меня лич фарманул. А мой лич его фарманул. Мой лич его пережил. Поэтому я говорю, что на эльфах я, в принципе, могу спокойно занять здесь топ-1.
Элементарно я могу пережить. Но я, наверное, все-таки сыграю на гарантию и рольну предметы. Пожертвую первым тиром. Может, найду щит себе 5-го тира. Ну, поехали. Рапира классная, но нет, поэтому возьму бессмертие. Знаете, почему беру бессмертие? Я думаю, знаете. Бессмертие я беру из-за того, что я смогу спокойно пережить этого шамана. В легкую пережить. А пережить шамана — это победа. Скажем так, возьму его длительностью. На самом деле можно было бы избавиться от двойных клинков. Но там есть импреска. И тут вот голем заспамился, поэтому нет. От двойных клинков точно нельзя отказываться было. Еще и спектра. Не-не-не. Все-таки двойные клинки — это то, что доктор прописал. Варлок там, конечно, нереально плотный. Иллюзия. Ой, хорошо. А у меня спектра красивее. Но он плотный там, плотный. Очень плотный. Ай, 3 хп осталось. Я думал, я его сейчас снесу. Ладно, поехали ролиться. Яйцо сюда. Хочу Рубика в 3 звезды. Ну. Инвокера не буду брать. Инвокер ману выжигает, поэтому от него толку вообще 0. Антимаг — это классно. Но нет, Зевс — это, конечно, тоже круто. Но нет. Все, отлично. Все. Рубик в 3 звезды. Украдет камни нефритового генерала, ему торба. Но я думаю, он какую-то дичь украдет. 100%. Ай! У него солнечный страж перепрыгивает. Классные, кстати, цепочки. Тьфу, солнечный страж. Солнечный шаман. Переживу или не переживу? Пережил. Но я не удержался. Не удержался и посмотрел, переживу или нет его. У него там щит 5-го тира и бессмертия. Все, конечная. Не, ну красивая игра. Очень красивая, достойная. Максимальное уважение этому шаману, а всех, кто играет на мете, неуважение. Мета не зашла. А нет, все-таки зашла в топ-3. Я что-то думал, что он в топ-4 отлетит. Да. Ну, красивая игра, очень красивая. Спору нет, игра красивая. 3 кольца, чтоб мало не было. Он представил, что он Фродо, и он должен носить эти кольца и отнести их в жерло вулкана. Блин, ну классная игра, серьезно. Кайф. Все, я наконец-то смог записать и Марси, и Мартретку. Но на самом деле я хочу Марси записать под синергию кунг-фу. Под моей любимой сборкой кунг-фу. Я думаю, будет круто. Давайте так. С вас куча лайков. Неважно, какое количество, просто много лайков. И я буду записывать Марси через синергию кунг-фу. Договорились? Договорились. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте на меня подписаться, если не подписаны. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!